Привет всем! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Надя, и сегодня мы будем вязать вот такую вот сумочку-корзинку с бахромой, узором колоски или елочка. У нее овальное донышко, есть маленькая ручка. Ну и также я связала для этой сумки длинную ручку, которая позволяет носить ее на плече. Ну и давайте начнем вязание. И для создания такой сумки мне потребуется 2 мотка трикотажной пряжи Бисквит, крючок номер 8, 2 разъемных кольца карабина и 2 неразъемных колечка. Пряжа у меня это трикотажная пряжа Бисквит от пряжи Центр. Это была лимитированная коллекция еще осенью, сейчас такого цвета, наверное, на сайте уже нет. Но у пряжи Центр очень часто выходят какие-то лимитированные коллекции с другими принтами, либо в постоянной коллекции у них тоже достаточное количество очень красивых и интересных принтов. Это пряжа с традиционной лицевой нарезкой для этого производителя. То есть лицевая сторона пряжи здесь снаружи, а изнанка внутри. Потому что, посмотрите, если бы изнанка была снаружи, она даже более бледная, то пряжа была бы не такая яркая. Я как-то попадала на секционную пряжу, даже не секционную, а принтованную пряжу от какого-то производителя, у которого тоже изнанка бледная, но изнанка была снаружи. Так это было очень красиво, и ее пришлось просто вот так вот выворачивать и подшивать все 100 метров для того, чтобы с этой пряжи можно было хоть что-то связать. Здесь такого, конечно же, нет. То есть эта пряжа прекрасно подходит для сумочек за счет своей лицевой нарезки. Она менее растяжима, чем изнаночная пряжа. Ну и плюс у нее принт наружу. Ну и также эта пряжа в мотках теперь, а не в роликах. Ну и смотрите, вязание этой сумки начинается с донышка, а донышком у меня будет овал. У меня есть отличное видео, которое вы найдете вот здесь по подсказке, о том, как связать овальное донышко. Ну или просто овал из трикотажной пряжи. Вязать донышко в этом видео я буду точно так же. Единственная особенность при вязании овала, ну это как бы его размер, то насколько он вытянутый или наоборот то насколько он больше похож на круг. Как бы если вы хотите более вытянутый овал, значит вам нужно вначале набирать большее количество петель для воздушной цепочки. Либо если вы хотите, чтобы он был больше похож на круг, то соответственно количество петель в воздушной цепочке, которые вы набираете в начале, должно быть минимальным. То есть количество петель в этой воздушной цепочке задает как бы разницу между узкой стороной овала и широкой стороной овала. Вы можете прикинуть в уме, например, ага, мне нужен овал, у которого длинная сторона 20 сантиметров, а узкая сторона 10 сантиметров. Вычесть из 20 10 мы получим 10 сантиметров, и соответственно, если у нас одна петля приблизительно равна 1 сантиметру, то нам нужно набрать 10 воздушных петель для такого овала. В своем овале я буду набирать 7 воздушных петель. Ну а дальше я буду вязать все точно так же, как и в том видео, делая скругление и делая прямую часть овала. Поэтому подробно в этом видео останавливаться на том, как связать овал еще раз, я не буду. Просто переходите по ссылке, либо здесь в подсказке, либо внизу в инфобоксе, и там вы найдете все необходимое. Я связала в донышке 8 рядов, и вот посмотрите, какое у меня получилось донышко. Меня часто спрашивают, почему у вас получается то или иное изделие где-то неровно, где-то идет волной. Но вот я его просто еще не погладила. Вот такое донышко до глажки. А вот так выглядит донышко после того, как я его погладила. И я перехожу сразу же к вязанию первого ряда стеночек по узору. Не буду делать никаких переходов. Все тем же крючком номер 8. Вставляю крючок под обе тушки. Следующей петли за соединение. Подхватываю рабочую нить. Делаю подъемную петлю. Возвращаюсь на шаг назад. Тоже под обе дужки вставляю крючок. Опять подхватываю рабочую нить и делаю столбик без накида. На шаг вперед под обе дужки.
столбик без накида. И на шаг назад, опять под обе дужки, делаю еще столбик без накида. Этот узор я уже показывала на своем канале. Его вы можете посмотреть вот здесь по ссылочке. На этот раз у меня будет немного другая модификация этого узора, но в принципе это тот же самый узор. На шаг вперед и на шаг назад. Ну и так продолжаем до конца ряда. Довязываю последние 2 петли в соединение, на шаг назад под обе дужки и снова делаю бесшовное соединение. Вставляю крючок под обе дужки первой горизонтальной петли, подхватываю рабочую нить и накидываю изделие, и накидываю петлю на изделие. Затягиваю 2 движения. Ну, смотрите, для этого узора очень важно, чтобы в круге у вас было четное количество петель. И если вы вяжете по моим урокам, по моим мастер-классам, то у вас должно быть четное количество петель, тогда у вас не останется здесь лишней петли, и узор сойдется в такой бесшовный узор. Если же у вас остается лишняя петля, то значит где-то у вас ошибка, нужно найти эту ошибку, распустить, перевязать, ну либо в последнем круге добавить на одну прибавку больше, либо на одну прибавку меньше. Я перехожу к вязанию второго ряда, и вот здесь будет небольшое отличие в месте вкалывания крючка. Отличие с первым узором, который вот здесь вот по подсказке вы можете найти, который все уже, наверное, посмотрели. То есть я буду вставлять крючок вот сюда вот. Вот здесь можно заметить, есть косичка, можно вставить крючок под нее, а есть еще нитка. И вот я буду вставлять крючок под нитку. Вставляю крючок под нитку, делаю первую петлю, возвращаюсь на шаг назад. Здесь соединение, здесь нет ни ниток, ни косичек, просто вставляю туда крючок, делаю столбик без накида. Затем опять в следующем элементе под нитку, вот сюда. А на втором шаге, когда я делаю движение на шаг назад, я вставляю только под косичку. Под нитку уже не вставляю, под косичку. То есть давайте я покажу еще раз. Вот есть косичка, вот она под косичкой. А вот место вкалывания под нитку. Вот она. То есть с изнанки это выглядит вот так, а вот так вот выглядит с лица. Вот оно это место. Да, вот здесь опять оно же. Вот оно под нитку вставлено, а вот под косичку. Ну и так продолжаю до конца ряда. Под нитку, под косичку. А в конце ряда делаю снова бесшовное соединение. Я связала 2 ряда узора, и все остальные ряды будут вязаться точно так же, как второй. Но я продолжу вязать этим узором на ту высоту, которая необходима. Я связала этим узором 12 рядов. У меня получились вот такие колоски. И чем же он отличается от того узора, который я показывала в предыдущий раз? Если вязать так, как показано в предыдущем разе, то вот эти колоски, они как бы уходят влево по спирали, они клонятся влево. В этом же варианте колоски стройные, и они смотрят прямо. Я перехожу к вязанию верхушки этой сумочки, и я буду вязать соединительными петлями по спирали. Вставляю крючок в одну полупетлю, подхватываю рабочую нитку, затем в следующую и одну петлю через другую. Опять в полупетлю и одну петлю через другую. Ну и так по спирали до конца ряда. В конце ряда, там где бесшовное соединение, вставляю крючок в соединение. Также делаю соединительную петлю и продолжаю вязать по узору, но без всяких уже соединений.
То есть сразу перехожу на следующий ряд. Ну и так еще вяжу несколько рядов. 2 ряда соединительных столбиков я провязала, и дальше я делаю разметку для ручки. Я беру маркеры и симметрично на одной половине сумки отмечаю начало ручки. Ну, то есть я примерно отсчитала вот 3 этих колоска от края. И точно так же с другой стороны отмечаю окончание ручки. Между отметками у меня получается 6 колосков. На противоположной стороне я точно так же разметила 6 центральных колосков. Между ними здесь находится 12 петель. Я довязываю ряд до первой отметки. И дальше набираю цепочку воздушных петель. Но я делаю их не 12, а чуть побольше. Вот это 14. Возвращаюсь к своему изделию и продолжаю вязать соединительные столбики до следующего маркера. Вторую ручку делаю точно так же. Дохожу до первого маркера. Вяжу цепочку из воздушных петель в количестве 14 штук. Возвращаюсь и продолжаю вязать соединительные столбики. Там, где у меня ручка, я буду вязать за заднюю полупетлю точно так же вот эти косички соединительными столбиками. Ну и так далее на нужную толщину вот этой ручки. Всего на ручке я связала 3 ряда. Дошла до того момента, когда у меня начинается вязание по спирали. Это было вот здесь, это видно, вот оно. Ну и дальше просто делаю бесшовное соединение. Сумочка на этом у меня практически закончена. Обрезаю нить. Вставляю крючок под обе дужки с изнанки следующей петли, перед которой как бы у меня останавливается вязание. Подхватываю рабочую нить, вывожу ее на изнанку. И затем возвращаюсь в изделие, в перемычку, в саму петлю, опять подхватываю рабочую нить и снова ее вывожу. Таким образом у меня получается бесшовное соединение. Дальше хвостик я прячу среди вязания на изнанке. Ну и снимаю маркеры. Дальше вот здесь по краю я сделаю бахрому. Для начала мне нужно пересчитать количество вот этих вот колосков. У меня получилось 29. И я отрезаю вот такие вот полосы основного цвета пряжи длиной 35 сантиметров. Но показывать я буду просто на отрезках контрастного цвета, чтобы было лучше видно. Но представьте, что это такая же точности полоса длиной 35 сантиметров. Складываю ее пополам, вставляю вот в это отверстие, подхватываю крючком и вывожу на изнанку. Здесь как бы на изнанке у меня петля на крючке. Ну, точно так же делаю со второй полоской. Опять вставляю крючок в следующую дырку. То есть я не в каждую, я как бы через одну вставляю. Снова вывожу на изнанку. И одну петлю протягиваю через другую. Давайте еще одну сделаю. Снова
в отверстие, подхватываю ленту, вывожу наизнанку и здесь одну петлю через другую. И так до конца ряда по кругу надо пройтись. Вот такие вот петли должны получиться на изнанке. Ну, вот такая бахрома должна получиться с лица. Она, конечно, будет вся одинаковая, вся одной длины. Последний отрезок ленты вставляю точно так же. Здесь на изнанке я его пропускаю через петлю. Дальше ввожу в первую петлю крючок, подхватываю. Теперь с лица. Здесь легко его заметить, здесь выходит только одна нитка. В петлю и возвращаю на лицо. Поправляю, так чтобы они были симметричны. Дальше я поправляю все участки ленты, чтобы они были симметричны. Если есть желание, можно их еще просто подшить незаметно с изнаночной стороны обычными нитками, чтобы они никуда не делись. Сумка у меня почти готова, остается лишь прикрепить большую длинную ручку, потому что даже для такой сумки-корзинка большая ручка может иногда понадобиться. Вставляю просто в какие-нибудь места, где-нибудь вот здесь по бокам кольца карабины с одной стороны. И точно так же с другой стороны. Ну, допустим, вот так, да. У меня просто вязаная ручка на обычных неразъемных кольцах, и вставляю это неразъемное кольцо в разъемное кольцо с изнанки сумки. Точно так же с другой стороны. Таким образом ручка получается съемная и меняющаяся. Все. Так, хвостики нужно еще заправить, спрятать их на изнанке и подшить. Если вам понравилось это видео или это видео оказалось для вас полезным, то не забывайте ставить ему лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И до новых встреч. Пока-пока.